Всем салют! В сегодняшнем видео речь пойдет про ивент переселения. И я расскажу о некоторых изменениях и приятных бонусах, да, которые появились в нашей игре, связанных с этим ивентом. В первую очередь, это вот добавилась такая функция найм. Мы можем выбрать любой сервер, который нас интересует, и здесь найти на этом сервере интересующего нам игрока и нажать ему пригласить. Соответственно, игроку придет письмо. Если ему будет интересно ваше предложение, да, то есть его это заинтересует в какой-то степени, он ответит на него, вы сможете с ним связаться. Если же человека вообще не будет интересовать перелет или именно перелет на ваш сервер, скорее всего, вам просто не ответит. Это получается просто обратная связь, да, то есть возможность переписываться с игроком, интересующих вас. На любом выбранном сервере не нужно создавать твина, как было раньше, да, или через кого-то искать координаты, чтобы связаться с этим игроком, который вам интересен. Упрощает коммуникации между серверами. Очень интересная, удобная вещь. Также можно дарить подарок, то есть подарить можно пропуск перелета, да, соответственно, выбираем тоже сервер, на этом сервере пишем имя лорда и ищем его и дарим ему. Можно так сказать, если у вас есть игроки обеспеченные, могут помочь с перелетами с других серверов игрокам, которые не могут себе это позволить, или же наоборот у кого-то очень много мощи и требуется несколько билетов, тоже можно оказать помощь. Также сейчас у нас идет ивент снежный пазл. Здесь последняя награда, это вот приказ перелета. Соответственно, обойдется он вам в $10. Это в 2 раза дешевле, чем если просто покупать перелет в магазине. Соответственно, можно это все совместить. Здесь еще такие призы будут в пазлах, да, соответственно, за $10 вы получаете камни обновления талантов, фрагменты камня талантов, получаете 2 шильдика, один боевой, один фермерский и приказ перелета. Если это все сделать завтра, в среду, под секретный приказ, вы еще закроете и его. И получается, что вы не просто покупаете, как раньше, приказ перелета, а получаете вместе с ним очень много бонусов, что делает перелет гораздо более привлекательным. Опять же, многие ждут слияния. По имеющейся информации, слияние К-серверов не планируется в ближайшем будущем, да, то есть будут именно перелеты. Соответственно, перелетать можно не только там топовым игрокам, да, но и простые игроки могут найти себе место на тех серверах, которые покинули большие свипы. Там будет играть попроще, поинтереснее, да, то есть есть такие там сервера, там К1, К2, на К3 там хороший коллектив, да, то есть можно туда перелететь и участвовать в различных ивентах. Там не будет каких-то мега-союзов, которые полностью все захватили, там власть на сервере, да, и диктует вам условия. И, соответственно, вы можете играть с игроками с минимальным донатом, который, если у вас, или вы без доната, то есть, вложились $10, потратили в пазлы и перелетели на такой сервер, где тише, спокойнее можно добывать там ресурсы, то есть более просто будут закрывать ивенты типа костей, черепах. Сейчас вот сбор руды будет попроще. Я думаю, то есть какие-то варианты, плюсы есть. Вот, а ожидать перелета, или слияния сервера я бы не стал. Соответственно, что еще? У нас сейчас идет ивент Масленица. Для того, чтобы пожертвовать, да, и собирать призы, нужно в союзе раньше было находиться 5 дней. Но ввиду того, что сейчас идут перелеты, команда разработчиков пошла навстречу игрокам, скажем так, и сократила это до 3 дней. Поэтому, если вы завтра, в среду, выполните секретный приказ и перелетите, то в последний день Масленицы вы все сможете здесь пожертвовать. Опять же, все задания, они обновляются. Тоже имейте в виду. Вот. Еще есть что. Если вы выполняете резонансную силу, к примеру, сейчас, да, и полностью ее не закрыли, и собираетесь лететь, лучше закрыть его на том сервере, где вы находитесь, чтобы собрать все призы. Если вы этого не сделаете, после перелета у вас полностью обновится этот ивент, и, соответственно, вам нужно будет заново тратить или резонансные камни, или камни на улучшение юнитов. Соответственно, если у вас большой запас, да, этих камней, вы можете закрыть у себя на сервере, перелететь, закрыть еще раз на новом сервере и получить награды 2 раза, да, соответственно, получить не 4 фрагмента скина,
А8. Ну или если вам скины не нужны, вместо 120 зубов дракона будет 240. Тоже такой приятный бонус, если у вас есть много фрагментов для этого ивента. Если же нет, то закройте на том сервере, в котором вы находитесь, и только после этого перелетайте. Иначе все обновится. То же самое касается в пустоши, если вы там где-то идете в рейтинг, после перелета, к сожалению, рейтинг не обновятся. Поэтому перелетать лучше как можно раньше. Да, то же самое касается и масленицы. Да, вот, если перелететь, например, сегодня, вы там во вторник, у вас будет 2 дня на сбор руды. Ее там очень много нужно в масленице собрать. Или же можно выполнить часть заданий с масленицы на своем сервере, перелететь и на новом сервере тоже заново начать, получить тоже часть призов. То все зависит от того, какие у вас запасы и какие у вас цели в игре. Перелетать я бы никому не рекомендовал бы, бояться перелетов или же цепляться за людей, которые не хотят лететь. Потому что, вы видите, да, сервера говорят, тут мертвые сервера, потому что люди активно улетают, а не активные не ждут с моря погоды. Ждут этих слияний. Опять же, слияние серверов это тот же перелет, только массовый и в случайном порядке, да, разработчики сами решат. И вот многие ждут слияния серверов. Но вот сольют К1, К2, К3, К4. Кому от этого станет легче, да, то есть игроки с первых 3 серверов, да, попадут под каток такого донатного, и очень сильного сервера, как К4, да, то есть, а слияние там таких серверов, как К4, К11, К15, в принципе, я думаю, тоже делать никто не будет. Поэтому ждать такие вещи не стоит. То есть, возможно, да, много просьб на то, чтобы сливать сервера такие, да, откуда повлетали активные игроки, там К1, К2, там. Но на данный момент этого не происходит и неизвестно, будет ли или нет. Поэтому здесь решать вам, будете вы ждать или же просто сейчас, выполнив задание, собрав пазлы, закрыв секретный приказ и со спокойной душой перелететь на сервер, где вы будете играть в более комфортных условиях и получать больше удовольствия от игры. Тут каждый решает для себя. На этом все. Всем спасибо.